Всем привет! Тэхён появился в прямом эфире на Уиверс и снова подарил нам момент радости. Каждый раз, когда он решает включить камеру и провести с нами время, кажется, что весь мир замирает, чтобы послушать его. Одно его присутствие просветляет, его энергия успокаивает, а то, как он общается с нами, создает ощущение, будто мы находимся в одной комнате. Разве не волшебно, когда он появляется неожиданно и непринужденно, заставляя нас улыбаться? Во время прямого эфира он упомянул, что сегодня у него настроение послушать корейскую поп-музыку, и как будто этого было мало, он также порекомендовал нам группу для прослушивания. Такие рекомендации – настоящее сокровище для фандома, потому что мы знаем, что каждое его слово – это частичка его сердца. Он такой драгоценный, не только снаружи, но и внутри. Он пришел поприветствовать нас и поделиться с нами частичкой своего времени, и этот простой жест делает его еще более особенным. Тэхён всегда излучает чистую, благородную душу и любовь из сердца, ему не нужны громкие речи, его поступки говорят сами за себя. Каждое его слово находит отклик в наших сердцах, каждый его взгляд напоминает нам, почему он такая уникальная звезда, и еще кое-что, он всегда делает это с невероятной скромностью. Во время трансляции он также рассказал о группе Brown Eyed Soul, которую он любит и которая сыграла важную роль в его развитии. Он порекомендовал послушать эти песни и тем самым приоткрыл дверь к небольшой части своей музыкальной истории. Осознание того, что он вырос на этих песнях и теперь хочет поделиться ими с нами, это словно получить подарок, исходящий непосредственно от его памяти и художественного чутья. И, конечно же, мы все бросились слушать, потому что если Тэхён рекомендует эту песню, мы знаем, что ее красота гарантирована. А самое лучшее, благодаря этой рекомендации, мы можем почувствовать себя ближе к его личному миру. Нет слов, чтобы описать, насколько он красив. Тэхён излучает красоту, которая выходит за рамки физической, но в то же время она не остается незамеченной. Удивительно, что даже Чингук сказал это так ясно. Для него Тэхён – самый красивый мужчина, которого он когда-либо видел, и кто может его в этом винить. Мы так хорошо понимаем Чингука, потому что все мы, глядя на Тэхёна, чувствуем то же самое. Эта естественная красота делает его незабываемым, и вот захватывающая деталь, Чингук тоже пленителен, и в них двоих мы видим отражение красоты и связь, которая никогда не перестает очаровывать. Теперь это не просто живое выступление. Недавно появились слухи, что Тэхён и Чингук были замечены вместе в спортзале Голдс, и после того, как фотографии распространились, правда раскрылась, да, они действительно были там вместе. Фотография не лгала, и подтверждение вызвало волну радости в фандоме. Но было в этом моменте кое-что еще более возвышенное. Они оба были в одинаковых майках, почти как символ их связи. Разве не прекрасно видеть, как самые простые детали оказываются самыми важными? Эти моменты напоминают нам, как сильно они наслаждаются временем, проведенным вместе. Тэхён – не выдуманный образ, он не надуманный сюжет, он – реальность, которая строится день за днем каждым жестом, каждым взглядом и каждым совместным мгновением. Они раз за разом доказывали, что их отношения основаны не на заявлениях агентства, а на их настоящих чувствах, и это истина, которую не может опровергнуть никакая ложь. Вот почему, несмотря на слухи и попытки дискредитировать их выступления, Тэхён и Чингук остаются непоколебимыми, доказывая фактами то, что некоторые хотели бы отрицать. Поклонники Чингука могут выдумывать истории, обвинять, но свет Тэкука всегда сияет ярче. Они сами учат нас, что бы ни говорили другие, то, что существует между ними, настоящее, неизменное и искреннее. И в конце концов, время всегда подтверждает их правоту. Говорить о Тэхёне и Чингуке значит говорить об отношениях, которые постепенно раскрываются перед каждым. Удивительно то, что ничто из того, что они делят, не кажется поверхностным, напротив, каждая деталь, даже самая незначительная, передает нечто настоящее. Их делает особенными то, как им удается передавать глубокие чувства взглядами, жестами и словами, которые возникают в самые неожиданные моменты. Если вспомнить самые важные воспоминания, невозможно забыть момент, когда Тэхён исполнил All of Me.
На протяжении всего выступления его голос был полон сильных эмоций, и в самый трогательный момент текста он указал на Чингука, ясно сказав: «Отдай мне все, я отдам все тебе». Этот момент был таким простым, но таким значимым. Это было не просто пение, это было посвящение. И что удивительно, так это то, что произошло дальше. Чингук, ни секунды не колеблясь, подыграл своему голосу в такой чистой гармонии, что казалось, она была создана специально для этого момента. То, как они слились в песне, показывало, что их связывало нечто большее, чем просто музыка. Эта сцена произвела неизгладимое впечатление на многих, их реакция была неоспоримой. После совместного исполнения они обменялись широкими улыбками настолько искренними, что они озарили все их лица. Было ясно, что они наслаждаются происходящим, и между ними царило взаимопонимание, не требующее объяснений. Было все: привязанность, единение и радость от того, что они разделили этот уникальный момент перед всеми. Однако это был не единственный раз, когда Таекук проявил свои чувства. В другой раз Чингук произнес строчку, которая до сих пор звенит в ушах тех, кто ее слышал: «Я буду твоим возлюбленным». Это была не просто песня, он говорил с решимостью, словно передавая четкое послание. Услышав это, Тэхён ответил без слов, сияющим взглядом и, казалось бы, неиссякаемой улыбкой. Эмоциональный обмен между ними был настолько сильным, что стал одним из самых обсуждаемых и запоминающихся воспоминаний для тех, кто следил за их историей. Особенность Таекука заключается не только в том, как они делятся песнями или аккомпанируют друг другу на сцене, это также в том, как они находят способы поддержать друг друга. Они поддерживают друг друга, понимают друг друга и, самое главное, наслаждаются обществом друг друга. Эта близость не возникла сама собой, она стала результатом многих лет общения, доверия и отношений, которые со временем только крепли. Каждое их взаимодействие имеет более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. Многие поклонники Таекук испытывают одновременно радость и грусть, видя это. Радость, потому что невероятно быть свидетелем таких близких отношений, но также и грусть, потому что они знают, что не всегда могут выразить это максимально открыто. Тем не менее, они всегда находят способ оставить четкие сигналы, как будто весь мир не может помешать им выразить то, что они чувствуют. Эта способность общаться, не говоря об этом напрямую, делает их такими особенными. Еще одна поразительная вещь – это то, как их отношения, кажется, развиваются с каждым днем. Это видно потому, как они смотрят друг на друга во время выступлений, как им нравится проводить время со зрителями и как они поддерживают друг друга в ситуациях, которые другим могут показаться обыденными. Для Таекук каждый момент вместе, кажется, имеет уникальную ценность. Мысль о том, что они любят друг друга больше, чем вчера, и меньше, чем завтра, становится ясной, если наблюдать за их развитием с течением времени. Любовь, которую они проявляют, основана не на громких словах или экстравагантных жестах, это сострадание, которое отражается в простых вещах, своевременном объятии, общий смех посреди сцены, взгляд, задержавшийся дольше обычного. Эти детали, которые другим могут показаться незначительными, составляют суть того, что они передают. То, как Тэхён и Чингук аккомпанируют друг другу, также вдохновляет. Они учат, что настоящая любовь не требует масок или прикрас, достаточно просто быть рядом, слушать друг друга и оказывать поддержку в критические моменты. Такой способ связи кажется интимным и человечным, потому что любой, кто когда-либо чувствовал что-то настоящее, может осознать это в себе. Вспоминать все эти моменты, словно создавать альбом памяти, где каждая страница имеет особое значение. Они не только поют вместе, но и делают это так, будто передают друг другу что-то, что может понять только другой человек. Как будто они говорят на личном языке, состоящем из мелодий, улыбок и жестов, которые полностью понятны только им. Удивительно в Тэхёне то, что все, что они показывают, соответствует тому, что они говорят за пределами этих конкретных моментов. Их доверие друг к другу, то, как они ищут друг друга, и комфорт, который они чувствуют вместе, отражаются в каждом их появлении на публике. Это не отдельные фрагменты, они часть истории, выстроенной последовательно и искренне. С каждым днем к рассказу добавляются новые детали, удивленный взгляд, взрыв смеха, жест поддержки, когда другой нуждается в помощи.
Все эти элементы формируют повествование, подлинность которого распознает каждый. Тэхён и Чингук показывают нам, что важно не то, что сказано, а то, что делается каждый день. И в их случае они демонстрируют поддержку, уважение и привязанность настолько очевидно, что это невозможно не заметить. И именно это делает их историю такой ценной. Она напоминает нам, что настоящие чувства не нуждаются в приукрашивании, они сами по себе достаточно сильны. Поэтому каждый раз, когда они делятся моментом перед публикой, они оставляют неизгладимый след.